любители вольной борьбы, уважаемые спортсмены, сегодня в городе Якутске проходит второй день первенства Дальневосточного федерального округа по спортивной борьбе по дисциплине «Вольная борьба» среди юниоров до 24 лет. Сегодня пройдут соревнования по 5 весовым категориям до 61, 70, 79, 92 и до 125 килограммов. На ковре А пройдут соревнования весовых категорий до 79, 61 килограмма, а остальные весовые категории пройдут на ковре Б. Сегодня все соревнования пройдут без перерыва. После поединков сразу начнутся финальные поединки. На ковре А первый круг весовой категории до 79 килограммов. Приглашаются Денис Максимов, Республика Саха-Якутия, Сосо Тороян, Хабаровский край. На ковре Б поединки весовой категории до 70 килограммов. Приглашаются Эдгар Кудаисов, Саха-Якутия, Нарек Саакян, Хабаровский край. Ввиду неявки спортсмена Эдгара Кудаисова, победа. На ковер А приглашается Денис Максимов. Доброе утро, уважаемые любители спорта, любители вольной борьбы. Вас приветствует Центр спортивной подготовки «Триумф». Сегодня у нас второй заключительный соревновательный день первенства Дальнего Востока по вольной борьбе среди юниоров до 24 лет. Сегодня на двух коврах пройдут схватки в 5 весовых категориях. Это до 61, 70, 79, 92 и 125 килограммов. Первыми схватки начинают борцы весовой категории до 79 килограммов. Перед вами Денис Максимов и Сосо Тороян, Республика Саха-Якутия и Хабаровский край. На ковре А. На ковре Б будут бороться борцы весовой категории до 70 килограммов. Здесь 11 спортсменов будут состязаться, а в той категории до 79 килограммов участвуют 7 спортсменов, и соревнования будут проводиться по круговой системе. На 2 группы будут разделены спортсмены, и у нас будет и финал за 3-е место, и полуфиналы, и финалы за золотую медаль. Также, ну и, конечно, самое большое количество спортсменов у нас заявлено до 51 килограмма. Здесь будут бороться 15 спортсменов. Давайте посмотрим. Хабаровский край, кстати, имеет 1 золотую медаль. Поздравляем команду гостей. Накануне также прошли схватки в 5 весовых категориях, и золотую медаль в составе команды Хабаровского края завоевал Роман Якун в весовой категории до 86 килограммов. И еще раз напомню про всех призеров и чемпионов до 57 килограммов. Победу одержал Харасхал Григорьев, 2-е место у Айсена Винокурова, 3-е
места у Любомира Шейна и Тархана Игнатьева. Все представители сборной Республики Саха-Якутия. До 65 килограммов победителем стал спортсмен из Бурятии Виктор Жирбаев. В финале он выиграл у Алексея Данилова из Республики Саха. Также третье место еще одного спортсмена из Бурятии Балдана Дандокова. Ну а еще одна бронзовая медаль в этом весе у Александра Иванова, Республика Саха-Якутия. В весе до 97 килограммов Никита Сафронов, победитель, Республика Саха-Якутия. Второе место у Богдала Овчинникова, также представителя нашей команды. Дмитрий Еременко стал бронзовым призером, это Амурская область. Ну и, как я уже говорил, в весе до 86 килограммов Роман Дикун, Хабаровск. Второе место Нюргун Малышев, Республика Саха-Якутия. И третье место у Галсана Эрдынеева, Бурятия. До 74 килограммов Албанов Вакумов отличную борьбу продемонстрировал, очень зрелищную, красивую, стал чемпионом. Второе место у Никиты Жаргалова, Бурятия. Ну и третье место у Николая Сивцева. Вот такие у нас были итоги. Посмотрим сегодня, как себя покажут спортсмены. Скажу, что финалы сегодня, ну то есть без перерыва будет проходить соревнования, то есть не будет там отдельно финала, как накануне в 15, да, 0:0. А сразу будут проходить и финальные схватки также. Ждем первые результаты. Ну и в весовой категории до 70 килограммов, как мы видим, первая пара также вышла бороться. А на ковре Б весовой категории до 70 килограммов представитель еврейской автономной области Гагик Тунян и его соперник Иннокентий Бабаранов, Республика Саха-Якутия. Первый балл сразу же. Хозяев. В ковре А Максимов Тараян ведет гость из Хабаровска. Раз напомню, 79 килограмм, первый круг, группа А. Росо Тараян и Денис Максимов. Двигай. На ковре Б 2 балла сейчас на счету Гагика Туняна. Вперед выходит также представитель команды гостей, еврейская автономная область. Кстати, на чемпионате тоже достаточно много уже было представителей этой области. Радует, что география у нас достаточно широкая, да, в Дальнем Востоке. И вольной борьбой много занимается. И, конечно, самая сильная команда здесь гостей, именно команда Бурятии, Борцовская республика. Бабаранов по баллу хватывает, работает в партере. Очень хороший сейчас прием провел и еще 2 балла. На ковре А уже последняя минута сейчас пойдет. Денис Максимов зарабатывает 2 балла. Еще 1 балл за неактивность Тараяна. 3-1 выходит вперед. И последняя минута сейчас пойдет в схватке. Челлендж. Команда Тараяна. Ну а на ковре Б
7-2 ведет уже Бабаранов. Сейчас еще один переворот на там будет. 9-2. На ковре Б сейчас возобновится схватка между Рановым и А сейчас просматривают повтор. Давайте Б посмотрим, как себя скажут борцы. Кентий Бабаранов и Гагикунян. Гагик пытался сейчас пройти в ноги. Кентий уже сам атаковать. Пытается за спину выйти соперника. Кентий Бабаранов, и это ему удается. 11-2. Переворот нокаутом. 13-2. Чистая техническая победа Иннокентия Бабаранова. На ковре Б победу одержал Иннокентий Бабаранов, Республика Саха-Якутия. На ковре Б сейчас будут выступать Нургустан Иванов и Алексей Вензель. Оба Республика Саха-Якутия. На ковре А все еще смотрят, да? Нет, решили все-таки, что счет будет 3-1. Видимо, дали, да? Действие. 3-1 в пользу Дениса Максимова. Тридцать секунд остается. Очень активно атакует Сосо Тараян. Ну и последние секунды сейчас пойдут. 20 секунд еще есть. На полноценную атаку вполне хватает, конечно, времени. И сейчас может провести контрприем. 1 балл у Тараяна. 7 секунд остается еще. 3-2 счет. А на ковре Б представители Республики Саха-Якутия. Нургустан Иванов и Алексей Вензель. Выиграл все же Денис Максимов. Непростая была схватка. 3-2 На счет. ковре А победу одержал Денис Максимов, Республика Саха. Вызывается на ковер А Владислав Лопаев, Еврейская автономная область, и Артур. На ковер А приглашаются Владислав Лопаев, Нургустан Еврейская Иванов на автономная ковре Б область, ведет со счетом Артур 2-0. Первая минута. Республика Саха-Якутия.
Нургустан Иванов 3-0 уже ведет. 1 балл зарабатывает. 4-0. В ковре А. Давайте посмотрим, как себя покажет наш гость из еврейской автономной области. Владислав Лапаев. Его соперник Артур Говоров. Отличная атака от Лапаева. Идет 2-0. И в очень опасном сейчас положении держит соперника. И на лопатке. Отличная чистая победа на туше от Лапаева. На ковре А победу Владислав держал Лапаев. Владислав Лапаев. Еврейская автономная область. На ковер А приглашаются Петр Захаров, Саха-Якутия, Циденов, Бурятия. Так, еще одна пара в весовой категории до 79 килограммов. Группа Б. Петр Захаров и Циденов. Посмотрим. А. Республика Саха-Якутия и Республика Бурятия. Петр Захаров и Циденов. Спортсмены в центре ковра. Давайте схваткой. Арбитром работает исполнительный директор Федерации спортивной борьбы Республики Якутия Карпенко Александрович. Циденов. Отличный проход в ноги, 4 балла бросок, да? Да, очень хорошую борьбу сейчас показывает. Третье, но 1 балл заработал Петр Захаров. Вышел на середину ковра. Циденов. 2 балла, да, дают. Ну, арбитр показывал, в ковре показывал 4. Водитель ковра не был согласен, а на ковре Б со счетом 11-1 Нургустан Иванов одерживает победу. На ковре Б победу держал Нургустан Иванов, Саха-Якутия. Стадия 1/4 финала сейчас уже в этом весе определена. Это была стадия квалификации. На ковре Другие Б веса начинаются поединки. Первый круг весовой категории до 92 килограммов. Приглашаются Сергей Николаев, Республика Саха-Якутия, Фарид Казимов, Еврейская автономная область. Очень интересно, опять еще один представитель сборной Еврейской автономной области. В синем трико выйдет на ковре Б Фарид Казимов. Его соперник Сергей Николаев, Республика Саха-Якутия. Это первый круг весовой категории до 92 килограммов на ковре Б.
На ковре А сейчас просматривают видео, но мне показалось, что 4 балла за этот бросок вполне можно дать, потому что и на спину упал спортсмен, в опасном положении оказался, по стойке. Вот. Ну, 1-0 Захаров. Его, да, в пользу, да, как засчитали. Честно говоря, повтора не было, поэтому арбитрам виднее. Да и схватка еще, конечно, только началась. Посмотрим дальше, что будет сейчас. На ковре Б началась схватка. Весит до 92 килограммов. Сергей Николаев и Фарид Казимов. Цыденов на ковре А пытался сейчас за ковер, да? Выдавить соперника. Проходит в ноги Цыденов. Отлично. 2 балла. Работает очень активно в партере Цыденов. Это 2 балла показывает. R4. Спортсмен из Бурятии. Пытается сейчас зажать соперника. Как минимум заработать балл. Видимо, да, свисток. 17 секунд до окончания первого периода. На ковре Б Сергей Николаев и Фарид Казимов. Говоря, возобновляется схватка. И один перерыв схватки на ковре ведет Казимов там 0-1. Первый период у нас завершается в пользу Казимова, а на ковре А начинается второй период. Петр Захаров на ковре А проходит в ноги. Ногу. Момент был. Пустил
Захаров в атаку. На ковре Б2 балла. Лева. Пока без изменений в счете. Вот атака просто. О. Атака Петра. Ну, 2 балла. Захаров, да, 4. Бросок был оценен. И Цыденов 1 балл. 5-5 счет равный. 47 секунд до окончания встречи. И челлендж. Челлендж на ковре А. 46 секунд до окончания. В ковре Б последний сейчас скоро начнется. Ведет Сергей Николаев со счетом 2-1. Фарид Керзимов. Попытается сейчас встать. Точно уверенно защищается Сергей Николаев. Просматривают сейчас в ковре А повтор. Даже не отпускает, нормально. Сергей Николаев еще 1 балл. 3-1 счет встречи. В ковре Б проходит в ноги Фарид Казимов. Последняя секунда, время. Не успел, конечно, провести атаку. И Сергей Николаев становится победителем первой схватки весовой категории до 92 килограммов. Сейчас вызывается на ковер Б Айтал Уйгуров и Аял Кузьмин. Оба представляют республику Саха-Якутия. Приглашаются Айтал Уйгуров, Аял Кузьмин, Саха-Якутия. На ковре Б Захаров Петр вел со счетом 6-5. Пока отсеченных действий в этой атаке тоже нет. Захаров отлично сейчас перевернул соперника. 2 балла зарабатывает. 8-5. Но за спиной его оказывается спортсмен из Бурятии. 6-8. Свисток просит, да? Цыденов. 5 секунд всего остается. Ведет Захаров Петр со счетом 8-6. Отличная, очень зрелищная схватка получилась в этом весе. 79 килограммов. И Петр Захаров становится победителем этой встречи. На ковре А победу одержал Петр Захаров, Саха-Якутия. Очень интересная схватка прошла. Ну а на ковре Б, как говорил, следующая пара в весовой категории до 92 килограммов. Айтал Уйгуров и
Аял Кузьмин. На ковре А начинаются поединки весовой категории до 61 килограмма. Приглашаются Аял Ну и Белолёцкий, самое интересное сейчас начнется на ковре А. Рустам Уаров. Самая конкурентная весовая категория второго дня соревнований. 16 борцов будут оспаривать медали. Первая пара в этом весе Аял Белолюбский и Рустам Уаров. Здесь также будут бороться представители Хабаровского края, Бурятии. Ну и, конечно, большинство спортсменов из Республики Саха-Якутия. Тем временем на ковре Б очень яркая схватка в исполнении Уйгурова и Кузьмина. 6-0 уже ведет Уйгуров. В ковре А первая схватка весовой категории до 61 килограмма. Аял Белолюбский уже ведет со счетом 4-0. И Б еще бросок на 4 балла и 10-0. Чистая победа Уйгурова. Айтала. Вызываются на ковер Б Алексей Ефимов и Андрей Елбаскин. Это будет, наверное, очень конкурентная борьба. Андрей Елбаскин. Мы видели его на чемпионате. Я не ошибаюсь. В призах. А на ковре А очень уверенную На ковре досрочную А победу одержал Аял Белолюбский. Белолюбский, Саха-Якутия. На ковер А приглашается Дашинима Даширабданов, Хабаровский край, Иван Максимов, Саха-Якутия. Следующая схватка весовой категории до 61 килограмма на ковре А. Дашинима Даширабданов, Хабаровский край, и Иван Максимов, Республика Саха-Якутия. В ковре Б просматривают повтор. Ждем титры. А на ковре А сейчас спортсмены выйдут. Это уже 1/8, да? В той категории до 61 килограмма. За выход в четвертьфинал. Все-таки победа Уйгурова. Победу одержал Айтал Уйгуров. 2 килограмма. Вызываются Алексей Ефимов и Андрей Елбаскин. В ковре А Даширабданов и На ковер Максимов. Б приглашаются Алексей Ефимов, Андрей Елбаскин. Алексей Ефимов, Саха-Якутия, Андрей Елбаскин, Бурятия. Уверен, блядь. Захваты, рута. Сколько надо, Ваня?
Захваты берме, берме. Oyuncudan bakın. А еще раз напомню, что у нас схватки пройдут без перерыва на обед и так далее. То есть в утренней части программы мы уже увидим и финальные схватки. Завершится наше первенство до обеда. Да? Шрабданов первый балл зарабатывает. 1-0 пока. Все, да? 4 балла бросок от Максимова. Показывает. 2 балла дает Сейчас. 5 челлендж на ковре А, на ковре Б. Предупреждение Елбаскину. Первый балл будет у Алексея Ефимова. А есть 1 балл. Но вот отличную сейчас атаку показывает Андрей Елбаскин. 2 балла за этот прием. Отлично отрабатывает и в партере. 2 балла сейчас у Алексея Ефимова за накрывание, да? Елбаскин. 3-2 счет за Алексея Ефимова. Ноги смотри, ноги. До окончания первого периода еще 40 секунд. Синего ноги смотри. Отрывание. Он оторвал ноги, поэтому я 4. Четыре балла. Вообще ничего не было. Алексей Ефимов проходит в ноги, но очень сейчас как определят арбитры. 2 балла Елбаскину и 2 же Ефимову, да, я так понял. 5-4 ведет Ефимов Алексей. Ну и время на отдых. 30 секунд. Завершается первый период счетом 5-4 в пользу Алексея Ефимова. На ковре А 5-1 ведет Максимов Иван. И еще одна атака. Выполнение борца из Республики Саха. В ковре Б. Давайте посмотрим. Очень конкурентная схватка. 5-4. В пользу Алексея Ефимова. Андрей Елбаскин сейчас в роли догоняющего. Весовая категория до 92 килограммов. Еще один проход. Попытка прохода, да? Алексея Ефимова. Активно он борется, несмотря на то, что он идет, да, не уходит в защиту. Наверное, это правильно. Всего 1 балл. Разрыв. Попытаться еще. И пытался сейчас бросок провести Ефимов. 1 балл. Выход за ковер. И 6-4 ведет Алексей Ефимов. Или не засчитать.
Да, 1 балл все-таки дали, да. 6-4. Вась, ну, КВР же. Заступ. Челлендж от Алексея, да? Дождемся, что решат арбитры. Тем временем на ковре А счетом уже 7-1 ведет Иван Максимов. Минута и 2, минута 43 еще бороться. На ковре Б посматривают видео. Почему 4? 6-4 в пользу Алексея Ефимова. И он также сейчас атакует. Нет, здесь. Ковер. На ковре А уже 5-7. Рашид Абданов очень активно сейчас проводит последнюю минуту. А на ковре Б 45 секунд остается до окончания встречи. Алексей Ефимов ведет. Выход за спину от Дашира Абданова, представитель Хабаровского края. Вот это да. 8-7 уже ведет. 3 секунды всего остается. Догнал все-таки Ивана Максимова. А на ковре Б 6-5. Всего 1 балл. Остается 20 секунд до окончания. На ковре Б Дашир Абданов одерживает победу. Да. На ковре А победу держал Дашир. На ковре Б последние секунды. Если сейчас за ковер... Нет, все-таки не... Нет. Удержал эту победу Алексей Ефимов. 6-5. Очень интересная была схватка. Весовая категория до 92 килограммов. Ну и сейчас уже другая весовая категория будет на этом ковре. Дождемся. На ковре Б победу держал Алексей Ефимов. Саха-Якутия. На ковре А будут вызываться Чемит Джамсаранов, Республика Бурятия, и Нюргун Терентьев, Республика На Саха-Якутия. ковре Б первый круг весовой категории до 125 килограммов. Приглашаются Андрей Аронов, Саха-Якутия,
Руслан Тетеревятников, Амурская область. На ковре Б первый круг весовой категории до 125 килограммов. Всего 5 кругов будет в этом весе. 5 спортсменов. Андрей Аронов и Руслан Тетеревятников, Республика Саха-Якутия и Амурская область. Также в этом весе заявлены Никита Хабаров. Мы помним, что в этом году Никита Хабаров уже стал и чемпионом республики, и чемпионом Дальнего Востока. И на обеих соревнованиях он выиграл у Андрея Аронова. Посмотрим, будет на этот раз. А на ковре А представитель Бурятии Жам Саранов, Эмит и Нергун Терентьев, Республика Саха-Якутия. Hammadan başka tavana gidiyor. Hammadan bırak. Hammadan maç yok ki gidiyor. Аронов первые 2 балла. Уверенно гир. И еще 2. Уверенно покуда gidiyor. Başka. Раз. Остается этот прием. И еще раз. 8-0. Это схватка в первом периоде. Первая минута уже ведет 8-0. Аронов. В этом году Андрей Аронов показывает результаты призером абсолютного России. Победитель по пляжной борьбе, ну и Дальнем Востоке. Серебро и Республика также. В ковре А и Джамсаранов с предупреждением и 1 балл Терентьеву. Попытка прохода. Бы изменить. Травму, да, видимо. Кисти. В ковре А активная борьба. 20 секунд остается. Имеется в виду последние секунды. Пытается отыграть свой балл Жамсаранов. Там не разговаривай, пожалуйста. Представьте Москву. Все, первый период завершается в пользу Нергуна Терентьева 0-1. Вот эмоции пошли. Ну-ка иди сюда. Иди. Надо успокоить, конечно, водителя ковра. Главный судья. Пытаться видеть пыл спортсменов. Борьба это русский вид спорта, единоборства. Здесь без тоже не обойтись. Бать, конечно. И руки подаются кругу. Все в порядке. В ковре Б пока Андрея Аронова мы не видим. Надеемся, что в порядке у него. Серьезная, да, он выходит, точно живет. Да.
попадает в атаку. И последняя минута первого периода. Ковер пытался вытолкнуть Андрей Аронов, не получилось. 30 секунд бороться. В ковре А возобновляется схватка. За спиной своего соперника Андрей Аронов и 2 балла зарабатывает. 10-0 чистая победа Андрея Аронова. Следующими на этот ковер выйдут Никита Хабаров и Эдуард Максимов. Оба представляют Республику Саха-Якутия. Еще один спортсмен в этом весе, Шпуюсхан Шелковников, он представляет Хабаровский край. Хабаров, Эдуард Максимов, Саха-Якутия. В ковре А проходит в ноги Шамсаранов Чемит. Является пока Нергун Терентьев. Отлично. Ничего нету. Может сейчас и поднять арбитр, наверное. Нет, да, поднимается Дмитрий Шамсаранов, убегает от этого захвата Нергун Терентьев и 2-0 ведет он. Минута 45. В ковре Б чемпион Дальнего Востока и Якутия Никита Хабаров, Эдуард Максимов. Тоже один из сильнейших тяжеловесов республики. Достаточно много, наверное. Взялись друг другом и, конечно, работают в сборной команде. Травма. На ковре А давайте досмотрим схватку весовой категории до 61 килограмма. Эмиль Шамсаранов и Нергун Терентьев. Пока ведет Нергун Терентьев со счетом 2-0. Последняя минута схватки сейчас пойдет. Все, конечно, может решиться именно в эту минуту. Контратака. Успешная атака Шамсаранова. Нергун Терентьев 2 балла. 4-0 за несколько секунд до окончания встречи. Еще 2 балла. И все. Схватка завершается. 6-0 в пользу Нергуна Терентьева. Это последний этап. А, даже нет. Все. Терентьев, На ковре А Нергун победа выходит в держал следующий Нергун круг. Терентьев, Саха-Якутия. Вызывается на ковер А Петр Гоголев и Александр Гришкин. На ковер А Республика Саха-Якутия и Петр Хабаровский Гоголев, край. Саха-Якутия, Александр Гришкин, Хабаровский край. Ставка. Финал был тогда. Пока равняешься, чат неси. Ребят, силу главное, что ты отправляешь. На ковре Б отличный прием сейчас провел и ведет в счете 5-0 Никита Хабаров. Уже прорабатывается такой чемпионский почерк. Не застаивается всегда в атаке.
уверенно ведет схватку. На ковре А тем временем Гришкин 2 балла переворотом, да, и 4-0 ведет уже представитель Хабаровского края. 2000 года рождения, 22 полностью в этом году. Тоже интересная схватка здесь. Давайте посмотрим. В ковре А. Республика Саха-Якутия и Хабаровский край. Выходит за спину Гоголев и 4-4. Поднимает центр. Ковре Б. Так, да. Ковер А 4-4 пока. До первого периода. Отлично сейчас Гришкин. Соперника И6 приведет. Гришкин. Неуступчивый оказался гость. Показывает уже, получится брать. Контратака от Гоголева 6-6. Ковре Б7 идет. Это Хабаров еще 2-9. 1 срочно. Да? Нет. Отношение. 9-1. Ковре А. Вперед. Совершает. 6. Не взяла. Одиннадцать 1 в пользу Никиты Хабарова. Досрочная победа. Вот. Хорошая подготовка. На ковре Б Никита победу Хабаров. одержал Никита Хабаров. Саха-Якутия. На ковре Б борьба в 1/4 финала весовой категории до 70 килограммов. Приглашаются Константин Капрылов, Саха-Якутия, Нарек Саакян, Хабаровский край. На ковре Б начинаются четвертьфинальные схватки весовой категории до 70 килограммов. Вызывается на ковер Б
Константин Капрунов и Нарек Саакян. Республика Саха-Якутия и Хабаровский край. Очень много представителей Хабаровска сегодня мы на ковре. На коврах Центра спортивной подготовки «Триумф». В ковре А 7-6 в пользу борца из Республики Саха-Якутия Петра Гоголева. Соперник Александр Гришкин. Сейчас более активно бороться. Времени еще много, 1,5 минуты. Константин Капрунов является финалистом чемпионата республики. Тоже самых перспективных в средних местах. Будем смотреть за его прогрессом. А Гришкин тем временем очень активно проводит последнюю минуту, но отлично контратака, пока без баллов. Опа, 2 балла Гоголеву, но в опасном положении сейчас. Гришкин 8-7 на табло. Да, 8-7 выходит вперед, и 38 секунд остается. Да, очень зрелищная тоже борьба у нас на ковре А. Интересная схватка. 7-8 в пользу Александра Гришкина, Хабаровский край. Уходит в защиту Гришкин. 20 секунд. Василия Гоголева. И отличная атака Василия на 4 балла бросок, 11-8 уже. На последних секундах выиграл Василий Гоголев. Сложная была схватка. Петр Гоголев, да. На ковре А победу держал Петр Гоголев. Вызывается на ковер А Алексей Парников и Алдар Мункуев. Республика Саха-Якутия и Бурятия. Посмотрим за этой схваткой. Также на ковре Б Константин Капрунов ведет со счетом 2-0. Но Нарек Саакян сейчас зарабатывает целых 4 балла, да, в одной атаке. 4-2 уже ведет Нарек Саакян из Хабаровска. Мы видим, что с хорошей подготовкой приехали спортсмены из Хабаровска. Чуть-чуть не хватило той категории до 61 килограмма. Гришкину Александру. Ну а сейчас вот ведет в этой схватке Нарек Саакян, весит до 70 килограммов. Константин Капрунов выходит за спину, не согласен, конечно, с ситуацией и сравнивает счет. Последние секунды, отлично. Сейчас захват берет Константин. Еще раз не получится пока. Это идет уже 6-4. Время заканчивается, и с таким счетом завершается первый период. 6-4 в пользу Константина Капрунова. На ковре А ведут схватки борцы весовой категории до 61 килограмма. Еще раз напомню, Алексей Парников и Алдар Мункуев. Якутия и Бурятия. Идет Манкуев 2-0.
Куев, еще одна атака. Сок на 4 балла. Здесь. КБ. Ковре А8. Алдар. Одна атака. 10. Ковре А. Еще в атаке. И отлично. 2 балла. 10 выиграл в первом периоде. Чистая техническая победа Алдара Куева. На ковре А победу одержал Алдар Нунуев, Бурятия. Еще одно противостояние Республики Саха-Якутия и Бурятии. Следующие схватки на ковре А. Петр Гуляев и Ананда Дашиев. На ковре Б. 19-4 уже в пользу Константина Капрунова. Чистая победа Константина Капрунова на ковре Б. 14-4. Выходит в полуфинал весовой категории до 70 килограммов. И встретится в этой встрече с Вальтером Владимировым, который уже вышел. Приглашается Вальтер Владимиров, Федор Ксенофонт, Саха-Якутия. Дашиев уже на ковре А. Опасное положение поставил соперника, но идет он сейчас со счетом 4-0. Ананда Дашиев. Ввиду явки спортсмена, победа присуждается Вальтеру Владимирову. 10-0 ведет Приглашается Ананда на Дашиев. ковре Егор Герасимов и Иннокентий Бабаратов, Саха-Якутия. На ковер Б приглашаются Егор Герасимов и Иннокентий Бабаранов, оба Республика Саха-Якутия. Посмотрим. Его за минуту успел набрать 6 баллов. Даши. Ввиду явки спортсмена, победа присуждается Иннокентию Бабаратову. Бабаранов На в ковер виду Б неявки выходит в приглашается следующую стадию. Дергустан Иванов и Егор Захаров, Саха-Якутия. На ковре Б сейчас вышли Негустан Иванов и Егор Захаров. Также оба представляют Республику Саха-Якутия. На этой стадии, в стадии второй финала в весе до 70 килограмм будут только борцы из Саха-Якутия. На ковре А спортсмен из Бурятии пытается еще 2 балла набрать и взял 8-0 уже. И сейчас, если может, да, накат ворот. Ананда Дашиев. Победил Ананда Дашиев, Бурятия.
Следующая пара здесь будет Владимир Пенигин и Александр Авелов. На Сахай которую Кутя. приглашаются Владимир Пилигин, Александр Авелов, Саха Якутия. На ковре Б. 10 баллов. В ковре Б уже 4-0 ведет Егор Захаров. Он является бронзовым призером чемпионата республики. Тоже хорошие результаты показывает. Наверное, пробует себя и в национальной борьбе. Отличный сейчас бросок, но это его фирменный бросок. На 4 балла. 8-0. Вперед. Харов и близок он к тому, чтобы выйти в 1/2 финала в этом весе. Его ждет здесь в случае успеха Иннокентий Бабаранов. Ну а Константин Капрунов встретится с Вальтером Владимировым. В ковре А идет Авелов 2-0. Авелов завершает первый период 3-0. Пользу свой пользу. В ковре Б просматривает. Раз бороться.
Красный. Александр Авелов на ковре А уже 7-0 ведет. Его соперник совсем молодой еще парень 2003 года. 9-0 в пользу Авелова. На ковре Б счет 6-0. Да, 2 балла, как видим. Далее Егору Захарову. Ну, а на ковре А уверенная победа Александра Авелова. Завершается на этом ковре Б стадия экран 1/4 работает. финала. На ковре Нет, 1/8 А финала. победу одержал Александр Авелов, Республика Саха-Якутия. На ковре А начинаются поединки весовой категории до 79 килограмм. Второй круг. Приглашаются Денис Максимов, Саха-Якутия, Владислав Лопаев, Еврейская автономная область. Объявили о том, что на ковре А второй круг весовой категории до 79 килограммов. Денис Максимов и Владислав Лопаев. Республика Саха-Якутия и Еврейская автономная область на ковре Б. Атака от Алексея Иванова, да? Нурбустан Иванов. Прошел в ноги, но пока засчитанных и нет. Поднимает арбитр. В весовой категории до 61 килограмма в 1/4 финала будут встречаться Аял Белолюбский и Дашинима Даширабданов. Кадрин Виталий и Нергун Терентьев. Петр Гоголев и Алдар Мункуев. Ташиев Ананда и Александр Авелов. В ковре А первые 2 балла в пользу Лопаева Владислава. Выиграл он схватку и с Артуром Говоровым, да, в первом круге. Сейчас первые 2-1 пока ведет. Счет на ковре Б пока неизменный. 6-0 в пользу Егора Захарова.
Синий пассив. Ты захватка батареи. Kirevet çıkmışlar kirevet. Kiran mı? Последняя минута на ковре Б. Франкер идет по ни одного балла. И арбитр предупреждает бой спортсменов. 30 секунд последние. Захватка гир. Гир захватка. Гир же захватка. Все завершается со счетом 6-0. Схватка на ковре Б. Выходит в полуфинал Егор Захаров. На ковре Б победу держал Егор Захаров. Саха-Якутия. Егор Захаров в полуфинале встретится с Иннокентием Барановым, а Константин Капрунов с Вальтером Владимировым. На ковре Б начинаются поединки спортсменов весовой категории до 92 килограммов. Второй круг приглашается Сергей Николаев, Айтал Уйгур, Саха-Якутия. На ковре Б сейчас схватки второго круга весовой категории до 92 килограммов. Сергей Николаев и Айтал Уйгуров, оба республика Саха-Якутия. А тем временем на ковре А у нас второй период. 2-1 пока ведет Лопаев Владислав, Еврейская автономная область. Предупреждением Лопаев и 1-1 сейчас, 2-2 сейчас счет встречи на ковре А Денисом Максимовым и Владиславом Лопаевым. И последняя минута сейчас пойдет. Денис Максимов сейчас в роли ведущего, так как он последний балл заработал в этой схватке. Последняя минута. Посмотрим, что покажет Лопаев. Хватит ли ему функциональной подготовки, чтобы последние атаки провести, задать хороший темп. Пока даже более активным выглядит Денис Максимов. 30 секунд еще есть. Да, вот ковер выталкивает соперника. И 1 балл зарабатывает Максимов. 3-2. Все еще 1 балл можете свод встречи лишить. И еще один пытался провести бросок. Попадается на 2 балла. И чисто сейчас может даже быть победа. Нет, все-таки защитился. 5-2 ведет Денис Максимов. Весовая категория до 79 килограммов. Напомню. Все, счет встречи 5-2.
Вызываются на этот ковер Сосо Тароян, Хабаровский край и Артур Говоров, Республика Саха. Победу одержал Денис Максимов, Саха-Якутия. На ковре Б 1-0 в пользу На ковер Николаева. А приглашаются Сосо Тароян, Хабаровский край, Артур Говоров, Саха-Якутия. На ковре А схватка идет между Сосо Тарояном и Артуром Говоровым. Хабаровский край и Республика Саха-Якутия. 30 секунд. Говорову. Арбитр. Один 0 в пользу Сосо Тарояна. Раз напомню, что у нас без перерыва пройдут все схватки. Первый период Сосо Тароян выигрывает со счетом 1-0 на ковре А. 79 килограммов. На ковре Б 92. Последняя минута в пользу Уйгурова. Айтала атакует соперник Сергей Николаев. И удается ему 2 балла заработать за 25 секунд до окончания. Почему-то у нас не устанавливает табло. 23 секунды. Сергей Николаев ведет 3-2. Последние 10 секунд. Попытка атаки. 8 секунд остается. Но Сергей Николаев контролирует. Сейчас встреча. Еще 2 балла даже зарабатывает. И
счетом 5-2 выигрывает схватку. Тем временем на ковре А Сосо Тароян еще 2 На балла ковре Б победу одержал Сергей вперед и Николаев. 3-0 Саха-Якутия. ведет. Вызывается на ковер Б Фарид ковер Б Кезимов, приглашается. Еврейская автономная область, и Аял Фарид Кузьмин, Кезимов, Республика Еврейская Саха-Якутия. автономная область. Аял Кузьмин, Саха-Якутия. На ковре А Кезимов очень резво начинает и уже не отпустит соперника. 10-0 выигрывает с одной атаки. Фарид Кезимов, Еврейская автономная область. Далее на ковре Б будут бороться Артур Дьяконов, Республика Саха-Якутия, и Алексей Ефимов, также Республика Саха-Якутия. На ковер Б приглашаются Артур Дьяконов, Алексей Ефимов, Саха-Якутия. На ковре А представитель Хабаровска Сосо Тароян ведет 4-0. Последняя минута. Есть 0 в пользу Тарояна, ну и 9 килограммов. В ковре Б бороться. Последняя пара во втором круге 92 килограмма. Вызывается на ковер А, группа Б. Эмиль Рамазанов, Хабаровский край, и Петр Захаров, Республика Саха-Якутия. Еще один представитель Хабаровска. Эмиль Рамазанов, Хабаровский край. Петр Захаров, Саха-Якутия. Так, начинается схватка на ковре А между спортсменом из Хабаровска Эмилем Рамазановым и Петром Захаровым, Республика Саха-Якутия. Эмиль Рамазанов был призером чемпионата Дальнего Востока. Мы помним, да, его схватку с представителем Бурятии, где было разыграно там 20. С обеих сторон по 20 там с лишним баллов набрали, там около 50 с лишним, по-моему, баллов было. Так что парень бросковый, количество атакующих действий. Как эта схватка сейчас пройдет. 이제 좀 뜯었다 보면 간다. 내 주었어, 다가. 내가
Тренер. Мата. Вот. Сама фильма. Мата, кинеме фильма. Тата кияки мı? Sağma sakatlık patronlar ki. Durma beyce, durma. Oturma. Oturma. Рамазанов сейчас ведет 1-0 на ковре А. И время 2-0 уже. До конца гири, до конца. Рамазанов уже 8-0 ведет первого периода. Как и говорили, очень такой атакующий борец. Очень уверенно ведет сейчас эту встречу. В первом круге он отдыхал. Был свободный круг для него. А сейчас он вот 8-0 ведет схватки с Петром Захаровым. Это второй круг, завершающая схватка второго круга. Второй период начинается на ковре А. И снова броском начинает эту схватку сразу же. 10-0 выигрывает Эмиль Рамазанов. Вот это да. Ну, еще будем ждать схватки с участием этого зрелищного борца. В следующем круге он будет бороться с Циденом Циденовым из Республики Республики Бурятия. Это будет схватка интереснейшая. Ну, а сейчас на ковре А будет другая весовая категория. От 61 килограмм. До 61 килограмма. Приглашаются Первая пара в 1/4 финала. Очень интересная схватка сейчас. Ожидается Аял Белолюбский и Дашинима Даширабданов. Белолюбский — Республика Саха-Якутия, а Даширабданов представляет Хабаровский край. Это да, на ковре Б
тоже очень зрелищная схватка прошла. Смог вернуться в борьбу, и Алексей Ефимов одерживает победу. Вот это да. Алексей Ефимов проигрывал с большим разрывом, но собрался и в концовке сумел забрать эту схватку. Завершается второй круг в весе до 92 килограммов. Также до 125 килограммов второй круг сейчас будет на этом ковре. Уюзхан Шелковников, Хабаровский край, Андрей Аронов, Саха-Якутия. Вызывается на ковер Б Андрей Аронов, Республика Саха-Якутия, и Руслан... нет. Уюзхан Шелковников, Хабаровский край, и Андрей Аронов, Республика Саха-Якутия на ковре А. Очень уверенную схватку показывает Аял Белолюбский, уже ведет 6-0. Да, 30 секунд успел он набрать. Еще 2 балла, да, еще 2 балла. 8-0 против Дашира Абданова. (8-0) пока, но еще 2 балла надо набрать, чтобы досрочную победу одержать в этой схватке. Также в 1/4 финала в этом весе до 61 килограмма, мы увидим схватки Виталия Шадрина и Нюргуна Терентьева, Петра Гоголева и Алдара Мункуева, Ананда Дашиева и Александра Авилова. Аял Белолюбский 2 балла еще зарабатывает. И... Да, балл. 2 балла, 10-0, конечно. Ну, Белолюбский выходит в полуфинал. Вызывается на ковер А Виталий Шадрин и Нюргун Терентьев, оба Республика Саха-Якутия. На ковре Б Андрей Аронов выигрывает со счетом 2-0. Саха-Якутия. На ковре Б победу одержал Андрей Аронов, досрочная победа во втором круге. Выйдут на ковер Б Руслан Тетеревятников и Амурская область, и Никита Хабаров, Республика Саха-Якутия. На ковре А Нюргун Терентьев ведет со счетом 4-0.
В ковре А последняя минута первого периода и счет 6-0 в пользу Нергуна Терентьева. На ковре Б Тетеревятников и Хабаров идут схватку. Нергун Терентьев 8-0. Если сейчас удастся ему провести прием, да, и досрочная победа Нергуна Терентьева, выходит он в следующую стадию, стадию полуфинала весовой категории до 61 килограмма. Встретится он с Аялом Белолюбским. И вызывается на ковер А Петр Гоголев и Алдар Мункуев. На ковер А приглашаются Петр Гоголев, Саха-Якутия, Алдар Мункуев, Бурятия. Никита Хабаров. Досрочная победа в первом периоде 10-0. Победа На ковре чемпиона республики. Б победу держал Никита Хабаров, Называется на... Саха-Якутия. Так, завершается на этом второй круг 120 в весовой категории до 125 килограммов. Смотрим, кого будут На ковре вызывать Б далее. начинаются поединки весовой категории до 92 килограммов. Третий круг. Приглашаются Сергей Николаев, Аял Кузьмин, Саха-Якутия. Два представителя сборной республики Саха-Якутия будут бороться на ковре Б. Весовая категория до 92 килограммов. Третий круг в этом весе Сергей Николаев и Аял Кузьмин. А на ковре А идет неважная тоже схватка в весе до 61 килограмма между Петром Гоголевым и Алдаром Мункуевым. Республика Саха-Якутия и Бурятия. Борьба за выход в полуфинал соревнований. Алдар Мункуев первые 2 балла, к тому же соперник. 3-0 ведет уже Алдар Мункуев. Ну, отличную схватку он показал и в предыдущей схватке. Выиграл у Алексея Парникова.
сейчас ведет 3-0 в первом периоде. Также очень сильный представитель Бурятии Ананда Дашиев выйдет в следующей схватке против Александра Авелова. Проследить за этой схваткой. Все ближе к решающим стадиям во всех наших весовых категориях. Будем ждать результаты. Начинается второй период на ковре А. Петр Гоголев, Алдар Манкуев. Идет Куев 5-0. Оба спортсмена достаточного рождения. Кандидаты в мастер спорта. Тем временем чистую победу на ковре А одержал Сергей Николаев. На ковре Б Это уже третья его победа. Сергей Николаев. В первом круге выиграл у Фарида Кезимова. На Далее ковер Б приглашается одержал победу над Фарид Айталом Уйгуровым. Кезимов, Еврейская автономная область, Айтал Уйгур, Саха Якутия. Следующая схватка на ковре Б будет между Фаридом Кезимовым, Еврейская автономная область, и Айталом Уйгуровым, Республика Саха-Якутия. В ковре А доминирует сейчас Алдар Монкуев 7-1. За минуту и 30 секунд до окончания. На ковре Б победу одержал Фарид Кезимов, Еврейская автономная область. Кезимов досрочная На ковре победа, А Монкуев одержал победа Алдар также Монкуев, уверенная. Бурятия. Выходит в полуфинал Монкуев. На ковер А приглашаются Ананда Дашиев, Бурятия, На ковер Александр Б Авелов. выйдут Андрей Елбаскин, Республика Бурятия, и Артур Дьяконов, На Республика ковер Б Саха-Якутия. приглашаются На ковре А Андрей Елбаскин, Бурятия, Ананда Артур Дашиев Дьяконов, и Владимир Саха-Якутия. Пенегин, Бурятия и Якутия. Снова противостояние двух лучших команд Дальнего Востока.
выходят борцы. Но здесь более конкурентная борьба здесь будет. Андадышев, достаточно известный мастер тоже. Перспективных борцов Бурятии. Александр Авелов в первом круге очень уверенную победу одержал. Ну, в общем, ожидаемую победу, но тем не менее готовность хорошую продемонстрировал. И смотрим, как сейчас покажет себя на ковре Б Елбаскин. Это очень активно схватку. Это же на ковер А будем смотреть. Здесь решающая стадия за выход в полуфинал. Да. На ковре Б победу одержал Андрей Елбаскин. Бурятия. Срочная победа Андрея Елбаскина на ковре Б. На ковре Б борцы весовой категории до 125 килограммов. Третий круг. Приглашаются Эдуард Максимов, Андрей Аронов, Саха-Якутия. На ковре Б начнутся схватки в 125 килограммов. В весовой категории вызываются Эдуард Максимов, Республика, и Андрей Аронов также. Хозяев ковра. На ковре А первый период у нас завершается со 2-2. Остается только 12 секунд. Активно будет также Александр Авелов. Попытка броска здесь. Там попасть в опасную ситуацию, но время завершается первого периода. И 2-2. Преимущество Янватари. Два балла сразу же в первой атаке зарабатывает Александр Авелов. Сразу же пошел в атаку с начала второго периода. И пока ведет со счетом 4-2.
Ковер выталкивает Авелов и 5-2 ведет. Последняя минута сейчас пойдет. И еще за спину. Чуть не вышел сейчас Александр Авелов. Хорошую схватку показывает представитель Республики Саха-Якутия. За спину сейчас может выйти. 40 секунд остается. 2 балла еще зарабатывает Александр. 9-2, да? 9-2. Очень хорошая схватка. Исполнение Авелова. Полминуты еще бороться, тем не менее. Время еще есть. За спиной снова оказывается Александр Авелов. И 2 балла еще. 11-2. 14 секунд. Хорошим настроением, да, борется Александр. Хороший настрой. Если он сейчас выиграет, то в полуфинале он встретится с Алдаром Мункуевым. 2 балла от Дашиева. 4-11. Ну и время. Поздравляем Александра Авелова с выходом в полуфинал. Он уже будет бороться за призы в этом весе. На ковре А победу держал. Ну и завершается на этом стадия 1/4 финала. Будем ждать выхода этого На веса. ковре А приглашаются борцы весовой категории до 79 килограммов. Третий круг. Денис Максимов, Артур Говор, Саха-Якутия. На ковер А вызываются борцы весовой категории до 79 килограммов. Группа А. Денис Максимов, Республика Саха-Якутия, и Артур Говоров, также представитель Республики Саха-Якутия. На ковре Б. Андрей Аронов уверенно ведет со счетом 6-0.
На ковре Б победу одержал Андрей Аронов, Саха-Якутия. На ковер Б приглашаются Уюсхан Шелковников, Хабаровский край, Руслан Тетеревятников, Амурская область. Стой, не подожди. Так, на ковре А встречу ведет Денис Максимов 4-0. Это третий круг весовой категории до 79 килограммов. На ковре Б весовая категория до 125 килограммов. Встреча между Уюсханом Шелковниковым и Русланом Тетеревятниковым. Хабаровский край и Амурская область. Это заключительная встреча весовой категории до 125 килограммов. Третий круг. Всего будет 5 кругов. Ну и в четвертом круге встретятся лидеры этого веса Никита Хабаров и Андрей Аронов. Оба без поражения идут. Видимо, в этой встрече и может решиться судьба золотой медали. Потому что в пятом круге Андрей Аронов отдыхает. Он свободный. И
Никита Хабаров встретится с Уисханом Шелковниковым. Эдуард Максимов на ковре А ведет 0. На ковре А победу одержал Денис Максимов, Саха-Якутия. Так, на ковре А победа за На Денисом ковер А Максимовым. приглашаются Сосо Тараян, Хабаровский край, Владислав Лопаев, Еврейская автономная область. Ну и следующая пара борцов в этом весе в третьем круге Сосо Тараян, На Хабаровский ковре Б край, и победу одержал Владислав Руслан Лопаев, Петербург, Еврейская автономная область. Амурская область. На ковре Б победа за Русланом Тетеревятниковым. И завершается на этом третий круг в этом весе. На ковре Б полуфинальные поединки весовой категории до 70 килограмм. Приглашаются Константин Капрынов, Вальтер Владимиров, Саха-Якутия. Итак, на ковре Б начинаются полуфинальные схватки весовой категории до 61 до 70 килограммов сейчас. Константин Капрынов и Вальтер Владимиров оспаривают путевку в финал первенства Дальневосточного федерального округа. Начинается схватка. Во второй паре сразу после этой схватки мы увидим Иннокентия Баранова и Егора Захарова. Капрынов и Вальтер Владимиров. Знают они. Саха-Якутия, так же как и вторая полуфинальная пара, если до 70 килограммов. Осторожно, значит. Борцы. Арбитр. Окей.
Двигайся, не стой! Константин Копрынов идет вперед. 10 секунд остается. Первого периода. Ниже встань, ниже встань, ниже встань, молодец. Разворачивайся, двигайся. Сам встань, двигайся. Вот, до конца, до конца. Чуть-чуть подъем, голову выше опускай. Второй период полуфинальной схватки. Сразу же в ноги бросается Константин Копрынов, но убегает от этого захвата Вальтер Владимиров. Снова проход в ноги от Копрынова, но хорошо защищается Вальтер Владимиров. Снимает спортсменов арбитр. Вальтеру Владимировичу 30 секунд отсчитывает на ведение схватки. Еще остается бороться. Последняя минута схватки между Константином Копрыновым и Вальтером Владимировым. Борьба за выход в финал весовой категории до 70 килограммов. Первенство Дальневосточного федерального округа. Пока ничего не показал Вальтер Владимиров.
Но последняя минута, она может все решить. Конечно, 2 балла, и уже победителем может выйти Вальтер. На ковре А победу одержал Сосо Тараян, Хабаровский край. На ковер А приглашаются Цидзен, Бурятия, Эмиль Рамазанов, Хабаровский край. — 20 последних секунд схватки. Константин очень уверенно ведет эту схватку. Пока не дал усомниться в своем лидерстве. Получается хорошо. Ну и время 2-0 в пользу Константина Капрунова. Он выходит в финал турнира. На ковре Б победу одержал Выйдут на ковер сейчас два также представителя сборной Республики Саха-Якутия: Иннокентий Бабаранов и Егор Захаров. А на ковре А тоже интересная схватка между Циденом Циденовым, Республика Бурятия, и Эмилем Рамазановым, Хабаровский край. Это, напомню, 3-й круг в категории до 79 килограммов, но все внимание на ковер Б. Здесь полуфинал в категории до 70 килограммов. Бабаранов, Захаров, Республика Саха-Якутия. На ковре А победу одержал Эмиль Рамазанов, Хабаровский край. Да, уверенная победа Эмиля Рамазанова на ковре А. И претендует он на самые высокие места в этом весе. Полуфинальные поединки весовой категории до 61 килограмм. Приглашаются Аял Белолюбский, Нюргун Терентьев, Саха-Якутия. На ковре А также начинаются полуфинальные схватки весовой категории до 61 килограмма. Аял Белолюбский и Нюргун Терентьев, оба Республика Саха-Якутия. После этой схватки сразу же Алдар Монкуев, Республика Бурятия, и Александр Авелов, Республика Саха-Якутия. Интереснейшие схватки. Мы все ближе к окончанию нашего турнира, к финальным схваткам. Помню, мы будем работать без перерыва. В ковре Б Иннокентий Бабаранов ведет со счетом 2-0. Давай. И не бороться. Подожди,
Параллельно два полуфинальных поединка в весовой категории до 61 и до 70 килограммов. Атаку начинает Аял Белолюбский на ковре А и 2-0 ведет в первом периоде. Против Нергуна Терентьева. Еще 2 балла. Отлично работает Аял. 4-0 ведет. Очень хорошая атака. И не останавливается. 10 баллов нет. 4-0 ведет. Уверенно Аял Белолюбский. В ковре Б Иннокентий Бабаранов ведет 2-0. Второй период сейчас начинается. Красный пассив. Пассив красный. Красный пассив. Пассив красный. На ковре Б 2 минуты остается до окончания схватки. Я же показал. Егор Захаров уступает сопернику 2 балла. Как я успел? Потом переименуем. Кого бы ты не хотел бы. Время прошло, до 30 не успеваю. Последняя минута на ковре Б. Егор Захаров должен сейчас гораздо более активно проводить атаки. Серги еще должно было остаться. Опа, все, 2 балла. Красивое движение сейчас показал Егор. 2-2 счет встречи. Еще 2 балла. 4-2 уже. Полшаги от финала Егор. 15 секунд остается. Табло почему-то вовремя. Вернули дату. 5 секунд. Активно! Все, 4-2. Егор Захаров выходит в финал весовой категории до 70 килограммов. Встретится он в борьбе за золотую медаль с Константином Копрыновым. На ковре Б победу одержал Егор Захаров, Саха-Якутия. На ковре Б начинаются полуфинальные поединки весовой категории до 92 килограмм. Приглашаются Алексей Ефимов, Саха-Якутия, Фарид Кязимов, Еврейская автономная область.
На ковре Б начинаются полуфиналы весовой категории до 92 килограммов. Алексей Ефимов и Фарид Кязимов. Республика Саха-Якутия и Еврейская автономная область. На ковре А у нас минута и 20 до окончания схватки в полуфинале до весовой категории до 61 килограмма. Ведет 4-1 Аял Белолюбский. Выходит еще за спину и 6-1 ведет за минуту до окончания схватки. Хорошую готовность действительно показывает Аял здесь. Ну а второй парой здесь мы ждем Алдара Мункуева и Александра Велова. Всего минута На остается. ковер Б приглашаются Алексей Ефимов, Фарид Кязимов. Ковер Б. Поздравляем Аяла Белолюбского с выходом в финал. 6-1 завершается эта схватка. На ковер А приглашаются Алдар Мункуев. Ну и следующая полуфинальная пара. Александр Авилов, Саха-Якутия. Алдар Мункуев, Республика Бурятия, и Александр Авилов, Республика Саха-Якутия. Полуфинал весовой категории до 61 килограмма. В ковре Б схватку ведет Алексей Ефимов против Фарида. Смотрим схватку на ковре А. Также полуфинал. Алдар Мункуев в предварительных схватках выиграл у Алексея Парникова и Петра Гоголева. А Александр Авелов выиграл Владимира Княгина и Ананда Дашиева в Бурятии. На ковре Б вперед вырывается Фарид Кязимов, Еврейская автономная область, 6-2 ведет. Это выход в финал, напомню, тоже схватка, весит до 92 килограммов. А на ковре А хорошую атаку сейчас проводит Алдар Мункуев. Уже 6-0 ведет, 8-0 и досрочная победа Алдара Мункуева. Выход в финал. Нас ждет очень интересная схватка между Аялом Белолюбским и Алдаром Мункуевым. Республика Саха-Якутия и Республика Бурятия. Алдар Мункуев, Бурятия. Да. На ковре А начинаются полуфинальные поединки весовой категории до 79 килограммов. Приглашаются Эмиль Рамазанов,
Сосо Тараян, Хабаровский край. Так, а на ковре А полуфинала весовой категории до 79 килограммов. Эмиль Рамазанов, Хабаровский край, и Сосо Тараян, также представитель Хабаровского края. Это выход в полуфинал соревнований. Будут бороться На спортсмены. ковер А приглашаются борцы весовой категории до 79 На ковре килограммов. Эмиль Рамазанов, Сосо Алексей Ефимов Тараян, чуть представители сокращает команды разрыв в Хабаровского счете. края. 4-6 в пользу все еще Фарида Кезимова, Еврейской автономной области. Атака Алексея Ефимова 6-6 и переворот накатом 8-6 и еще раз 10-6, 12-6. Отличная атака с большим количеством набранных баллов. Ближе он уже стал к финалам. В нескольких схватках у Алексея были вот подобные моменты, когда он уступал в счете, но вырвал победу в итоге. И здесь тоже, как мы видим, 14-6 и чистая победа сейчас на туше Алексея Ефимова. Отличная схватка и блестящая победа Ефимова. Ждем следующую полуфинальную пару в этом весе. Ну а на ковре А На ковре Б победу Рамазановым и одержал Тараяном Алексей нули пока. Ефимов, Саха-Якутия. На ковер Б приглашаются Сергей Николаев, Саха-Якутия, Андрей Елбаскин, Бурятия. Также за выход в финал сейчас будут бороться на ковре Б Сергей Николаев и Андрей Елбаскин, а также противостояние двух борцовских республик. Республика Саха-Якутия, Сергей Николаев и Андрей Елбаскин, Республика Бурятия. Борьба за выход в финал. В финале их ждет Алексей Ефимов. И секунда считывает сейчас Сергею Николаеву. Проигрывает. Сейчас 1 балл. И там 1-0. Елбаскин ведет. 3 минуты
спортсмены. Пока без действий. Да. 2-0 Андрей Албаскин ведет. А на ковре А Рамазанов 1-0. Завершается на ковре Б первый период. 9 секунд остается, 7. Видимо, в этом счете пойдут отдыхать спортсмены, набираться сил и консультироваться с тренером. В ковре А 2-0 идет Эмиль Рамазанов. 2 минуты до окончания встречи. На ковре Б 2 минуты остается до окончания схватки. Уже более активно, конечно, Сергей Николаев ведет схватку. Активнее призывает арбитр бороться Андрея Албаскина. Кажется, можно было бы уже, наверное, отсчитывать, потому что второй период больше атакует Сергей Николаев. Времени остается минута 14. В ковре А уверенно выигрывает Эмиль Рамазанов и выходит в финал. На ковре А победу одержал Эмиль Рамазанов. Хабаровский Последняя край. минута на ковре Б. На И ковре А еще 2 приглашаем балла зарабатывает Андрей Денис Албаскин. Максимов, Федор Захаров, представители команды Саха Якутия. 52 секунды у Николаева. И бросок может, конечно, от встречи, но достаточно сложно в это поверить.
ковре А выйдут в полуфинальной паре бороться Денис Максимов и Петр Захаров. Оба Республика Саха-Якутия. На ковре Б победил Андрей Елбаскин, Бурятия. В ковре Б победу одержал. Андрей Елбаскин выходит в финал и встретится с Алексеем Ефимовым в финале в своей категории до 92 килограмм. Приглашаются спортсмены весовой категории до 125 килограммов. Четвертый круг. Никита Хабаров, Андрей Аронов. Ну и сейчас Саха-Якутия. скрытый финал весовой категории до 125 килограммов на ковре Б между Никитой Хабаровым и Андреем Ароновым. Один из победителей может стать чемпионом. Да, Андрей Аронов уже для него это будет последняя схватка. Все предыдущие он уверенно выиграл. Ну а для Никиты Хабарова будет еще пятый круг, где он встретится с Туюсханом Шелковниковым из Хабаровского края. На ковре А между Максимовым и Захаровым поканули. Это схватка за выход в финал весовой категории до 79 килограммов. Там ждет их уже Эмиль Рамазанов из Хабаровского края. Барс сегодня также в финале уже. Первый день соревнований у них уже был победитель первенства. Ну а сейчас уже есть как минимум серебряная медаль. Послушайте информацию. Все финальные поединки начнутся сразу. Сегодня работаем без перерыва. Итак, скрытый финал весовой категории до 125 килограммов. Дважды в последних двух очных встречах выигрывал схватку Никита Хабаров. Решительно настроен, конечно, Андрей Аронов, но отсчитывает 30 секунд. Первый балл может заработать сейчас Никита Хабаров. Первый балл у Никиты.
Первый период завершается со счетом 1-0 в пользу Никиты Хабарова. А на ковре А уже достаточно уверенно ведет Денис Максимов. В предыдущих схватках Денис Максимов выиграл у Сосо Тараяна, также Владислава Лапаева, Сосо Тараян Хабаровск, Владислав Лапаев Рейская автономная область, также выиграл у Ура Говорова, Республика Саха-Якутия. Что же касается Захарова, то он выиграл у Цидена Циденова. И свободный, да, у него круг был. Минута 20 еще на ковре А на ковре Б второй период начался. И с половиной еще бороться. Активно работает Андрей Аронов. На ковре А тем временем бросок в исполнении Петра Захарова на 2 балла. Поднимает арбитр. Андрей Аронов 2 балла сейчас зарабатывает и ведет уже схватку на ковре Б 2-1. На ковре А последняя минута пошла. Ведет пока еще Денис Максимов и атакует, но обратный сейчас делает Петр Захаров. И еще 2 балла зарабатывает. Выходит вперед, 5-4 ведет. Очень упорная схватка. Так же, как и на ковре Б. Сейчас последняя минута пойдет. Проигрывает сейчас Никита Хабаров. Андрей Аронов ведет 2-1. Это уже их 3-й финал, считай, поэтому, конечно, наверняка мотивация очень такая и у того, и у другого спортсмена. Атакует на ковре А также на последних секундах Денис Максимов и 2 балла зарабатывает. 6-5 выходит вперед и выходит в финал Денис Максимов. Да, очень мощные схватки прошли. Так же, как и на ковре Б. Андрей Аронов все-таки выигрывает сейчас. Последние секунды. Все. 2-1 счет встречи. И становится чемпионом первенства Дальнего Востока весовой категории до весовой категории до 125 килограммов. На ковер Б приглашаются Эдуард Максимов, Саха-Якутия, Уюсхан Шелковников, Хабаровский край.
На ковер Б вызывается Эдуард Максимов и Вуискан Шелковников. Также четвертый круг весовой категории до 125 килограммов. На ковре А смотрят повтор, хотя время схватки завершилось, и Денис Максимов выиграл. Снова сейчас будут смотреть повтор и решат арбитры, что там случилось. Очень важная схватка, конечно, здесь за выход в финал. В финале ждет представитель Хабаровского края Эмиль Рамазанов. Все-таки выиграл, да, Денис Максимов и выходит в финал, с чем мы На поздравляем. ковре А победу одержал Денис Максимов, Саха-Якутия. На ковре А начинаются утешительные поединки весовой категории до 61 килограмма. Приглашаются Рустам Уаров, Саха-Якутия, Дашинема Даширабданов, Хабаровский край. На ковре А будут проходить схватки, решительные схватки весовой категории до 51 килограмма. На ковре Б четвертый круг весовой категории до 125. Sandı gövde. Oğa, çişilka. Bədrə bağırsaqlara. Şüveri qanadı oldu. На ковре А начинаются утешительные поединки весовой категории до 61 килограмма. Приглашаются Рустам Уаров, Саха-Якутия, Дашинема Даширабданов, Хабаровский край. Я же показал пальцем, вот все первый. Красный, красный. Не, я вот тебя спрашиваю, кому ты дал. Это здесь время. Смотри, ты выбрал. Давай соберись. Сейчас. Давай. Лежи. Вот, показал пальцем. Потом ждал. Показал. Пал. Он сначала вышел на меня, вот так. Я показал руками, что дальше действия. Потом они разошлись. Еще один балл, да? Вот, они стойки стоят. Пальцы стойки. А так, еще один балл даем, да? Бал даем, но кубик отдаем. Видео не видно? Нет, там то, что видео не было, там бал.
видишь, постоянно там не показывает. Это второй причина. Тогда показывает. Давай, чуть-чуть быстрее. На ковре Б победу одержал Эдуард Максим. Саха-Якутия. Этого тебя. Второй балл туда. Второй балл туда. Балл сюда. Вы сказали на карте. Не. Балл еще даем. Кубик. Возвращаем, да. Там сейчас, когда поставите, уже.
На ковре А победу одержал Рустам Уар. Саха Якутия. На ковер А приглашаются Алексей Парников, Петр Гоголев. Саха Якутия.
Ждем мы решающих поединков. Скоро финалы. А пока на ковре А схватка, решительная схватка. Выход в малый финал между Парниковым и Колевым. Республика Саха-Якутия. Gel dur ondansın. Nasıl dur? Gel bak. Ne yapabilirim? Bir finalda kadar kan.
Победил Петр Гоголев. Саха-Якутия. Выиграл в этой схватке Петр Гоголев, так что в финале за третье место мы увидим Уарова, Терентьева и Гоголева, Авелова, представители сборной Республики Якутия. Николай Дмитриевич, господи. Волонтеры, подойдите, пожалуйста. Начинаем финальные поединки. Борьба за третье место весовой категории до 70 килограммов. На ковер А приглашаются Нарек Царьян, Хабаровский край,
Вальтер Владимир, Республика Саха-Якутия. На ковер Б приглашаются Нургустан Иванов, Иннокентий Бабаранов, представители команды Саха-Якутия. Итак, уважаемые любители спорта, нас ждут финалы. Первыми на ковры выйдут борцы весовой категории до 70 килограммов. Нарек Саакян и Вальтер Владимиров на ковре А, а на ковре Б будут уступать Нургустан Иванов и Иннокентий Бабаранов. Борьба за бронзовые медали. В финале в этом весе будут бороться Константин Копрынов и Егор Захаров. Итак, на ковре А начинается схватка между Нареком Саакяном, Хабаровский край, и Вальтером Владимировым, Республика Саха-Якутия. Нарек Саакян в 1/4 финала уступил Константину Копрынову, ну а Нургустан Иванов в полуфинале уступил. Так, Вальтер Владимиров также в полуфинале уступил. Повторно приглашается Нургустан Иванов. На ковре Б также все готово для начала схватки между Нургустаном Ивановым и Иннокентием Бабарановым, оба Республика Якутия. На ковре А первый балл Нарек Саакян зарабатывает соперника и один идет. На двух коврах спортсмены весовой категории до 70 килограммов. На ковре А в красном трико Нарек Саакян, Хабаровский край. Его соперник в синем трико Вальтер Владимиров, Саха-Якутия. На ковре Б борьбу ведут представители команды Саха-Якутия. В красном трико На ковре Б очень активно начинает схватку Нургустан Иванов. 2 балла зарабатывает. Сейчас ему следующую атаку. Это на 2-0 ведет Нургустан на ковре А. 4-1 в пользу Вальтера Владимирова. Просят опять же показать повтор момента. ТА. Фильмы два красных. 2 синих. 4 синих. Табло! Видите табло? Табло, извини. 3-4 счет в ковре А. Нареку Саакяну. Попытка прохода в ноги от Вальтера Владимирова. Сейчас
взял за ногу соперника. Бросок. Оценили на 2 балла. Еще одно действие, нет. Еще одно действие. 4 балла в Океан. 7-4. Двигайся, не спи, давай. Дома аккуратнее. Двигайся, не упирайся. Вниз посади, ногу аккуратнее. Потом это взять. Сильно поворачивайся в центр, двигайся на ногах. А тут здесь бежи, не упирайся. Первый период сейчас пытается при А в пользу Нарика Саакяна. 7-4. На ковре Б очень уверенную. Близок к победе уверенной Сан Иванов. Иннокентий Бабаранов. Это молодой тоже. Да. Постарше, 2001 года. В ковре А второй период схватки между Океаном и Владимировым. Владимиров тоже попытка прохода в ноги. Остается ему 5 соперника. 2 балла заработал и берет в крестный захват. Пока не удается ему перевернуть соперника. Защищается Океан. 7-6. Еще ведет представитель Хабаровска. Двигайся, двигайся. На ковре Б победу с явным преимуществом одерживает Миргустан Иванов. Становится бронзовым призером наших соревнований. Чем мы его и поздравляем. На ковре Б победу одержал Миргустан Иванов. Первая медаль сборной Республики Якутия во второй соревновательный день. На ковре А у нас схватка продолжается. Океан Вальтером Владимировым. На разница в счете балл. Сворачивайся, терпеть надо. Снова проход в ноги. Еще 2 балла. 8-6 уже идет Вальтер Владимиров. Наберись, атаку. Наберись, давай. Наберись. Камна. Турарма. Не давай, уйди сперва, уйди сперва. Снова в ноги. Атака Владимирова. И опять за спиной соперника оказывается. 10. 7. 5 секунд. И победа Миргустана. Атака Вальтера Владимирова.
Весь пьедестал будет якутский в этом весе. В финале мы ждем Константина Капранова и Егора Захарова. И можно поздравить Вальтера Владимирова с бронзовой медалью в весовой категории до 70 килограммов. Мы ждем Победил финальную схватку. Вальтер Владимир. Финал Саха-Якутия. пройдет на центральном ковре, ковре Б. На ковре Б финальный поединок весовой категории до 70 килограммов. Борьба за первое место. Приглашаются Константин Капрынов и Егор Захаров. Саха-Якутия. Да, тут только что сообщили судьи, что Егор Захаров снят Егор Захаров врачом, снят и становится он серебряным призером, а Победа Константин присуждается Капранов Константину становится Капрынову. чемпионом в этом весе. Мы продолжаем соревнования. Сейчас в другой весовой категории будут проходить также решающие схватки. На коврах борьба за третье место весовой категории до 61 килограмма. На ковер А приглашаются Рустам Уаров, Нюргун Терентьев, Саха-Якутия. На ковер Б приглашаются Петр Гоголев, Александр Авилов, Саха-Якутия. Итак, на двух коврах А и Б начинаются бронзовые финалы в весовой категории до 61 килограмма. На ковре А будут бороться Рустам Уаров и Нюргун Терентьев. На ковре Б Петр Гоголев и Александр Авелов. Все представители сборной Республики Саха-Якутия. Ждем начала поединков. В финале будут бороться Аял Белолюбский и Алдар Мункуев, Бурятия. На ковер Б повторно приглашаются Петр Гоголев, Александр Авилов, представители команды Саха-Якутия. Нюргун Терентьев с места в карьер начинает схватку на ковре А. Сразу же зарабатывает 2 балла. И переворот получается. Пался у него. Tidak takut berlari. Tunjukkan tangan turun. Ada baru. На ковер Б приглашается Петр Гоголев. Снова атака успешная от Терентьева. 4-0. Первую минуту делает счет. Тоже постарше будет. Год рождения.
первого. На ковер Б На ковре Б повторно приглашается про Гоголева он Петр пока не подошел. Гоголев. Терентьев тем временем 6-0 в свою пользу. Так, начинается схватка на ковре Б. Петр Гоголев, Александр Авелов. А за третье место. Категория до 61 килограмма. В ковре А ведет Нюргуль Терентьев 8. В ковре Б внушение делает спортсменам арбитр. В ковре А досрочная победа Нюргуля Терентьева. Поздравляем его с бронзовой медалью соревнований. На ковре А победу одержал Нюргуль Терентьев, Саха-Якутия. Отличная атака от Авелова. Уже ведет 3-0 в первом периоде. Напомню, в финале мы ждем Аяла Белолюбского и Алдара Мункуева. Интересная схватка должна пройти в финале. Далее в весовой категории до 79 килограммов мы увидим схватку в финале Рамазанов и Максимов.
В категории до 125 килограммов будет последний 5-й круг. Но у нас уже чемпион известен. Это Аронов, он обладатель золотой медали. Второе место, скорее всего, оценить Хабарову. Посмотрим. А в весе до 92 килограммов нас ждет финал Алексей Ефимов и Андрей Илбаскин. Синий давай. Счет все еще не изменен. 0-3 в пользу Александра Авелова. Также в предыдущей схватке постарше будет Александр. Он 2000 года рождения, а Петр Гуляев 2004. Молодой борец. Он уже хорошо себя проявил на этих соревнованиях. Вышел в малый финал. Всего в этом весе боролись 16 спортсменов. Минута 20 остается бороться. Петру надо тоже попробовать атаковать, наверное. Последняя минута. Активнее, конечно, начал работать Петр Гоголев, но только попадается своему сопернику. И 5-2 уже завершается эта схватка. Поздравляем Александра Авелова с бронзовой медалью. На ковре ждем победу финал. Александр Авелов. Белолюбский, Алдар. Борьба за первое место в весовой категории до 61 килограмма. Приглашаются Аял Белолюбский, Саха Якутия, Алдар Муркулев, Бурятия. Итак, финал. Танстарт. Аял Белолюбский, Алдар Мункуев. Послушайте информацию. Победитель и призеры весовой категории до 70 килограмм. Республика Саха-Якутия и Республика Бурятия. Борьба за золотую медаль. И быть в масках. Ну и традиционно после схватки нас ждет
Победитель церемония награждения. весовой категории до 70 килограммов. Просьба пройти на награждение и быть в масках. Очень напряженная схватка. Пока более активен Алдар Мункуев первые минуты. Да, и предупреждение Аялу Белолюбскому. 30 секунд. Проход в ноги от Аяла Белолюбского. Чуть было не сделал сейчас контрприем. Алдар Мункуев встает. Встает Аял, но остается всего 5 секунд для того, чтобы провести активное действие. Все-таки балл зарабатывает Алдар Мункуев 0-1. Неплохой народ, да, в ноги был от Аяла Белолюбского. Последняя минута первого периода. Очень быстротечно проходит эта схватка. Действительно, двух классных борцов. Равные по мастерству. Опа, отлично. 2 балла накрыл сейчас Аял Белолюбский. Очень грамотную борьбу демонстрирует. Вышел за спину соперника. Сразу же он переходит в атаку. Действительно, у него связки. Сразу из одного положения пробует на несколько приемов, да. Не останавливается никогда. Это очень похвально. Его качество Аяла Белолюбского. Ну и первый период у нас завершается со счетом 2-1 в пользу Аяла Белолюбского. 30 секунд на отдых. Так, второй период финальной схватки в весовой категории до 51 килограмма. Белолюбский наступает. Работает первым номером. Проходит сейчас в ноги. И здорово сейчас работает его соперник. 2 балла вот это действие оценили. Очень зрелищно сейчас схватка идет. 3-2 уже в пользу Алдара Мункуева. Пытается встать сейчас Белолюбский. Получается это у него.
2 балла сейчас зарабатывает. 1 балл, да, показывает. 3-3 сейчас встречи. Но в любом случае ведет сейчас Аял за счет последнего действия. Но схватка неравная, действительно. 1,5 минуты остается. Проходит в ноги снова Аял Белолюбский. Таковер выталкивает соперника. 1 балл зарабатывает. 4-3. Последняя минута. В пользу Аяла. На одном дыхании пока, да, проходит этот турнир Аял Белолюбский. Все победы были очень уверенными. Ну и финал сейчас. Самое главное, 30 секунд остается. Борьба за золотую медаль первенства Дальнего Востока. «15 секунд остается до окончания». Конечно, будет сейчас очень активно атаковать Мункуев. 5 секунд. 4. Да. 4-3. Поздравляем Аяла Белолюбского с золотой медалью. Отличная схватка. Зрелищная. Красивая. Победитель. Ну и поздравляем, конечно, серебряной медалью Алдара Мункуева. Сборная Республики Бурятия. После схватки у нас пройдет церемония награждения борцов весовой категории до 70 килограммов. Ждем начала финалов. Начинается церемония награждения победителя и призера весовой категории до 70 килограммов. Третье место. Бронзовые призеры. Вальтер Владимир. Нюрбустан Иванов. Захар Якутский. Второе место. Серебряный призер. Егор Захар. Захар Якутский. Первое место. Победитель первенства Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе среди юниоров 4 лет Константин Капрылов. Захар Якутский. На этом церемония награждения победителей призера весовой категории для 70 лет завершается. На ковер А приглашаются борцы весовой категории до 79 килограммов. Борьба за третье место. Приглашаются Сосо Тараян, Хабаровский край, Петр Захаров, Республика Саха-Якутия.
Боковой кто? Боковой. Влад, сядь, попробуй. Итак, на ковер А вызываются борцы весовой категории до 79 килограммов. Борьба за бронзовую медаль. Сосо Тараян, Хабаровский край, и Петр Захаров, Республика Саха-Якутия. На ковре Б, центральном ковре, пройдет финал в этом весе между Эмилем Рамазановым и Денисом Максимовым. Начинается схватка на ковре А. Сосо Тараян и Петр Захаров. Первая минута в разведке. Сосо Тараян уступил только Денису Максимову, ну и Петр Захаров, соответственно, уступил Эмилю Рамазанову. 3 круга был проведен турнир в этом весе. Предупреждение Тараяну. Первый балл у Петра Захарова, ну и окончание первого периода. Завершается первый период. Да. Заканчивается время отведенных. Трехминутка. Сразу 2 борца из Хабаровского края.
финалах в этом весе. Райан и Рамазан борются за золотую медаль. Давай еще чуть-чуть. Еще. Таскай, таскай. Давай, молодец, таскай. Таскай, Сосик, не останавливайся, Постоянно руками. Вот, молодец, еще. Еще, Сосик. Ben sağla bir. Давай, Уступакı не бить. сам. Уступакı бить. Двигай. Кугулов. Двигай, Сосик, двигай. Пролетели первые и 1,5 минуты в периоде. Предупреждение дает Захарову арбитр. 30 секунд от счета. О, Двигайся. Bilen. Durmak yerine. да, все решится, видимо, в последнюю минуту. Ведет сейчас Сосо Тараян. Он заработал последний балл. И сейчас 60 еще секунд остается. Ждем активности от Петра Захарова. Остается только полминуты. 23 секунды остается. Его Петр атакует, но сложно будет сейчас, конечно. Слишком мало времени себе оставил для маневров. Наверное, тактически неправильно выстроил поединок. Последние секунды, 4 секунды. Остается только держаться Сосо Тараяну, и становится он бронзовым призером турнира. Победу держал Сосо Тараян. Поздравляем Хабаровск. Сразу 2 медалиста в этом весе будет из нашего соседнего региона тоже. Арбитр, да. Тараян с бронзой. Ну а качество медали Рамазанова мы узнаем Узнаем только после финала, который будет проходить прямо сейчас на центральном ковре Б. Эмиль Рамазанов и Денис Максимов, Республика Саха-Якутия и Хабаровск. Денис Максимов, Республика Саха-Якутия, ковер Б. Ждем выхода спортсменов на ковер. Идет Денис Максимов. Еще раз напомню, Эмиль Рамазанов один из самых тоже зрелищных борцов на нашем турнире. И он активно проводить встречи.
количеством технических действий. Посмотрим, как пройдет финал. Наверное, тут осторожнее будут вести себя спортсмены. Цена ошибки слишком высока здесь. Победитель и призеры весовой категории до 61 килограмма. Просьба пройти на награждение. Победитель и призеры весовой категории до 61 килограмма. Просьба пройти Первая на минута пока награждение. также в разведке проходит. Пора уже арбитру. Предупреждение Денису Максимову. Рамазанов с одним баллом сейчас идет эту встречу. 30 секунд до окончания первого периода. Пока ничего не может противопоставить сопернику. Все только начинается. Минутка будет. И решит. Так, решающий период у нас. Кстати, здесь судьба золотой медали. Активно начинает Рамазанов. 1 балл сразу же в свою копилку. 2-0 ведет. Правильно, сразу же. Называется, удивил соперника. Вроде ведет, но сразу же так со свистком арбитра уже увеличил преимущество в свою пользу. Хабаровска в первый день соревнований уже была одна золотая медаль, и близки они ко второй медали золотой. 4-0.
Не очень понятно, да? План. Для чего? Здесь брать свои баллы. Проходов. Вот так бросков, да? Готовит он свои атаки, но пока безуспешно. Вызывает активнее бороться арбитр. Можно время, да? 30 секунд заново. И нет. Видимо, небольшая травма у спортсмена. Служить. Под 20 повреждений. Имова. Нас ждет финал также в весовой категории до 90 килограммов в 125. Будет просто 5-й круг. 2 балла у Жданова, 6. Секунды остается окончание схватки. Попытка прохода. Не может никак. Рамазанова на баллы. Хорошо проводит эту схватку Эмиль Рамазанов. Последний 4-3-2. 7-8-0. В пользу Эмиля Рамазанова. Поздравляем Хабаровск со 2-й золотой медалью. А также еще одна бронза здесь на счету у Тараяна Сосо. Также Хабаровский край. Успешные соревнования для спортсменов Хабаровского края. 2 веса. Начинается церемония награждения. А пока церемония награждения в весовой категории до 61 килограмма. До 61 килограмма. Третье место. Бронзовые призеры. Юргун Терентьев, Александр Авилов. Сахалин. Второе место. Серебряный призер. Алдар Юргун. Республика Бурятия. Первое место. Победитель Первенства Дальневосточного федерального округа среди юниоров до 20 лет. Аял Милаюцкий, Саха Якутия. На этом церемония награждения победителей призеров весовой категории до 61 килограмма завершается. Сейчас там
Сейчас за третье сначала. На ковре А борьба за третье место весовой категории до 92 килограммов. Приглашаются Фарид Кязимов, Еврейская автономная область, Сергей Николаев, Саха, Якутия. Так, на ковре схватка за бронзовую медаль весовой категории до 92 килограммов. Фарид Кезимов, Еврейская автономная область, в красном трико, и в синем трико Сергей Николаев, Республика Саха-Якутия. Кезимов сразу же проходит в ноги, бросок, бальный, да? Да, 4 балла. И идет Фарид Кезимов, представитель еврейской автономной области. Ну а в финале нас ждет схватка между Алексеем Ефимовым и Андреем Елбаскиным. Одно противостояние сборных Республики Саха-Якутия и Бурятия. Первый балл Сергея Николаева. 7. Перед 2. Первый период. А минута остается меньше. 30 секунд Евгемову. В оборону глупую. И еще один бросок от Кизимова. Вот это да, на 4 балла. Отличный бросок удался Кизимову и держит в опасном положении соперника. Чистая победа на туше. Фарид Кезимов становится бронзовым призером нашего первенства. Победу одержал Поздравляем. Фарид Кязимов, Еврейская автономная область. На ковре Б борьба за первое место весовой категории до 92 килограмм. Приглашаются Так, на ковре Б у нас финал весовой категории до 92 килограммов. Якутия. Представитель сборной Республики Саха-Якутия Алексей Ефимов и его соперник Андрей Елбаскин, сборная Республики Бурятия.
спортсмены показали хорошие схватки в предварительных встречах и оспорят медаль. Раз выходил победителем. Здесь хорошо защитный контрприем провел Андрей Елбаскин. Зарабатывает первые 2 балла. Пытается соединить сейчас руки и провести переворот соперника. Не получился. Победитель Алексей Ефимов. весовой категории до 79 килограммов. Просьба пройти на выход для награждения. Попытка пройти Алексей. Власть. Еще один перевод соперника, выходит за спину Андрей Елбаскин. Сразу же он пытается провести переворот откатом, соединить руки. Получается, это у него 2 балла еще захватывает. 6-0 вперед. Уверенно схватку проводит Андрей Елбаскин. Еще 2 балла. 8-0. Вполне может он сейчас закончить досрочно. 1,5 минуты еще бороться в первом периоде. Хороший показывает из Бурятии. Какая фамилия? Хорошей школы, которого сейчас увидели, да, контратаки провел Елбаскин. Вот сейчас попытка. Опа! Как сейчас оценят это действие арбитра. 2 балла Ефимову. Вот если я же говорю, несколько раз из очень сложных ситуаций таскивал схватки Ефимов. Будет, конечно, не. Посильнее. Предыдущие встречи. Ну и завершается первый период у нас еще там 8-2 в пользу Андрея Паскина. И снова проходит в ноги Алексей Ефимов. 2 балла зарабатывает. 4-8. И еще 2 балла. Вот это да. Вот это схватка. 6-8 уже. И чистая победа на туше от Алексея Ефимова. Вот это да. Вот это характер.
Честно скажу, не ожидал, что вот так вот все повернется. За 30 секунд удастся ему во втором периоде выиграть. Вот это супер схватка нашего Победитель Алексей Ефимов. финала. Саха-Якутия. Три, по-моему, схватки вот из проигрышного положения выиграл Алексей Ефимов. Показал просто настоящий спортивный мужской характер и заслужил звание чемпиона. Сейчас церемония награждения спортсменов до 79 килограммов. Победитель, призеры весовой категории до 79 килограммов. Просьба срочно пройти на награждение. Денис Максимов, срочно пройдите для выхода на награждение. Денис Максимов, весовая категория до 79 килограммов. Срочно пройти на награждение. Давай, давай. Начинается церемония награждения победителя и призеров весовой категории до 79 килограммов. Первенство Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе среди юниоров до 24 лет. Третье место. Бронзовый призер Сосо Тароян, Хабаровский край. Второе место. Серебряный призер Денис Максимов, Республика Саха-Якутия. Победитель первенства Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе среди юниоров до 24 лет Эмиль Рамазанов, Хабаровский край. На этом церемония награждения победителей призеров весовой категории до 79 килограммов завершается.
На ковре Б приглашаются спортсмены весовой категории до 125 килограммов. Пятый круг. Руслан Тетеревятников, Амурская область, Эдуард Максимов, Республика Саха-Якутия. انت خمن На ковре Б сейчас пройдут схватки пятого круга, завершающего круга весовой категории до 125 килограммов. Начинают схватки Руслан Тетеревятников, Амурская область, и Эдуард Максимов, Республика Саха-Якутия. И второй парой здесь выйдут Никита Хабаров, Республика Саха-Якутия, и Уйстан Шелковников, Хабаровский край. И на этом у нас соревнования завершаются. Победил Эдуард Максимов. Эдуард Максимов уверенную победу одержал в пятом круге. И, как я понимаю, он становится бронзовым призером в этом весе. А Никита Хабаров в случае победы над Уйсханом Шелковниковым станет серебряным призером.
Поговорил я только что с чемпионом той категории до 92 килограммов Алексеем Ефимовым. Родом он из Амгинского улуса. Уточнил, да, сколько было поединков, в которых ты выигрывал и выиграл. Стал чемпионом он трижды и в групповых стадиях, и в полуфинале, в финале. Сложные схватки. Тоже он стал победителем, мне кажется, его можно по праву назвать, ну, одним из точно лучших борцов нашего первенства. Наверное, можно всех чемпионов так сказать, но Алексей, конечно, показал настоящий борцовский характер и настоящие схватки с неожиданной концовкой. В общем, порадовал всех болельщиков, подарил эмоции, за что мы и любим, конечно, борьбу, спорт. Хабаров, чемпион республики, чемпион Дальнего Востока. Кстати, вот, да, Алексей Ефимов, 92 килограмма, в финале выиграл и Андрей Елбаскин, который был чемпионом Дальнего Востока. В феврале этот турнир проходил у нас также в Якутске, здесь же. Он был чемпионом, а здесь уже в первенстве до 24 лет Алексей Ефимов сумел ему помешать вторую золотую медаль выиграть. У сборной Республики Саха-Якутия сегодня достаточно большой улов медалей. И качество этих медалей тоже хорошее. В том числе чемпионами стали Ефимов 92 килограмма, Андрей Аронов 125 килограммов уже чемпиона зовут. Также Константин Капрунов весит до 70 граммов и Аял Белолюбский весит 61 килограмма. У кого 4 золотые медали из 5. Также можно, наверное, назвать одним из лучших борцов этого турнира Аяла Белолюбского. На одном дыхании качественную борьбу показал, весит до 57 килограмм, до 61 килограмма. Также одна из надежд сборной нашей, основной нашей сборной в малых весах. Победитель и призеры весовой Порадовал категории до 92 килограммов своим прогрессом. пройти для выхода на награждение. Качественные схватки провел. Будем ждать дальнейшего роста, конечно. Ребят. Тем более, что мы знаем, что отец именитый многоборец, спортсмен, также является одной из легенд, уже легенда нашего спорта. Да. Замечательный пример перед глазами. Первый период у нас завершился со счетом 1-0 в пользу Никиты Хабарова. В неспешном темпе проводят схватку борцы. Это завершающая схватка, последние 3 минуты наших соревнований. Церемонии награждения. Организация, ну как всегда, на хорошем уровне. Действует. Нет. Ну что ты это? Ой, 800. Я быстро.
Экономно проводят эту схватку борцы. Еще 30 секунд отсчитывает Ковникову, Уюсхану. И второй балл может получить Никита Хабаров. Прессингует соперника и зарабатывает 1 балл. 2-0 в пользу Никиты Вениамина. Хабарова. Проход в ноги от Дагестана. Ковникова. Разрыв в счете. Попытка думать, но попытка. И все. 3-2. Спокойная победа Хабарова. Становится он серебряным призером Победил турнира. Никита Хабаров, Саха-Якутия. На этом соревновательная часть нашего первенства завершается, дорогие друзья. Мы вас благодарим за внимание. Занимайтесь спортом, будьте здоровы. Всего хорошего. До свидания. Начинается церемония награждения победителя и призеров весовой категории до 92 килограммов. Первенство Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе среди юниоров до 24 лет. Третье место. Фарид Язимов, Еврейская автономная область. Бронзовый призер. Второе место. Серебряный призер Андрей Элбас, Республика Бурятия. Первое место. Победитель первенства Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе среди юниоров до 24 лет Алексей Ефимов, Республика Саха-Якутия. На этой церемонии награждения победителей и призеров весовой категории до 92 килограммов завершается. Победители и призеры весовой категории до 125 килограммов просьба пройти для выхода на награждение. Начинаем церемонию награждения победителя
и призеров весовой категории до 125 килограммов первенства Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе среди юниоров до 24 лет. Третье место. Бронзовый призер Эдуард Максим, Саха-Якутия. Второе место серебряный призер Никита Хабак, Саха-Якутия. Первое место победитель Андрей Орлов, Республика Саха-Якутия. На этом церемония награждения победителей призеров весовой категории до 125 килограммов завершается. И на этом завершается первенство Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе среди юниоров до 24 лет. Спасибо за внимание.